Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марсукевич, всем добрый день. Отказываясь от ядерного топлива из России, США и ЕС покупают его все больше. И ядерное топливо из России стало бескомпромиссной зависимостью для Европейского Союза и Соединенных Штатов, которые не готовы тратить ресурсы для избавления от такой пагубной зависимости. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, что за ренессанс такой ядерной энергетики происходит и почему всем так нужно именно российское ядерное топливо. Давайте определимся с терминологией, потому что, конечно, журналистским языком написанная заметка звучит замечательно. Не продает уран Россия, Росатом, вообще никому. Вот самое удивительное. Напомню, как выглядит технология изготовления ядерного топлива, и заодно прикинем, что происходит с ценами на каждом этапе передела. Первый этап, извлеченный из земных недр урановая руда, обогащенная по содержанию полезной породы. То есть отряхнули пустую породу, получили так называемый желтый кек. Это такое нормальное название, корректное, закись окись урана. Соединение 3 атомов урана с 8 атомами кислорода. Это то, что умеют делать на горнообогатительных комбинатах во всех добывающих странах. Если мы говорим про постсоветские страны, конечно, Россия, Казахстан, Узбекистан, речь прежде всего о них. В таком же виде шло производство в африканских странах, в таком же режиме работают в Австралии и так далее, и так далее. С чем это связано? Богатыми месторождениями урана на день сегодняшний считаются те, в которых содержание урановой руды превышает 0,5%. Перевозить куда бы то ни было 99,5 пустой породы и 0,5% того, что необходимо обрабатывать дальше, разумеется, никто не будет. Вполне достойный товар. Напоминаю, что первое место по объемам поставок желтого кека, закиси, окиси урана уверенно занимает Казахстан, вот уже 1,5 десятка лет. Если мы говорим про постсоветские страны, то, конечно, Узбекистан, который вышел на 4 место и намерен наращивать объемы добычи и дальше. Но это никакого отношения к тому, что работает в активных зонах реакторов, не имеет от слова вообще. Дальше желтый кек транспортируется на заводы по обогащению, все стараются максимум производственных процессов сосредоточить на одной площадке с тем, чтобы не тратиться на логистику. Хотим мы того или нет, но это радиоактивные материалы и соответствующие требования к любой транспортировке. Но что происходит здесь? Более тонкая очистка, с тем, чтобы уже было дальше удобно работать. Затем происходит конверсия урана. Вот приехала закись урана, соединение урана с кислородом не подходит. Необходимо перевести в состояние гексафторида урана. Соединение 1 атома урана с 6 атомами фтора. Чисто химическая операция, требующая тончайших технологий, потому что такое фтор, если он вырвался в какое-нибудь пространство цеха или чего-то еще, понятно. Следующая операция – те самые газовые центрифуги, повышение содержания изотопа уран-235. В природной руде его содержится не более 0,711%. Для того, чтобы работать в реакторах водяных под давлением ПВР или ВВР, как в советско-российской транскрипции это обычно пишется, необходимо, чтобы его было почти 5%. Будем считать 5%. Хорошо, вот эта операция закончена, но в активную зону реактора нужно помещать уран в соединении с кислородом. Соответственно, надо избавиться от фтора, вернуть на место кислород. Реконверсия урана. Конверсия урана. Соединение с фтором. Реконверсия. Превращение фторида урана в оксид урана. Вот это 3 операции, которые происходят на обогатительных заводах. Для начала, для разминки. Чтобы было понятно, о чем речь, на изготовление 1 килограмма обогащенного уранового продукта, а именно так называется конечная продукция обогатительных комбинатов, еще раз, конверсия, обогащение по урану-235, реконверсия.
в одном килограмме обогащенного уранового продукта урановой руды изначально от 9 до 10 килограмм. Поэтому, когда нам говорят, что спотовая цена выросла на сколько-то процентов, умножаем на 10, будет понятно, во что выливается стоимость обогащенного уранового продукта. На этом процедура не заканчивается. Дальше этот оксид урана, уже обогащенный по урану-235, необходимо превратить в топливные таблетки. Тончайшая операция, требующая соблюдения жестких норм, плотность зерна, диаметр таблетки и так далее, и так далее. Можно продавать в таком виде, в виде россыпи таблеток? Можно, но неудобно. Удобнее все-таки ввести в тепловыделяющих элементах, в тонкие циркулярные трубочки, диаметр около сантиметра, длина 9 метров. При этом толщина стенки должна быть строго соблюдена, аккуратно проведена сварка и так далее, и так далее. Вот в эту трубочку надо набить таблетки, сохраняя ориентацию друг относительно друга, высоту столба, в нужное место вставить пружинки, которые поджимают это, и так далее, и так далее. Можно продавать вот в таком виде, в виде тепловыделяющих элементов, уже заполненных ядерным топливом. Дальше происходит сборка собирание вот этих пучков в пучки тепловыделяющие сборки, поперечное сечение в случае советско-российского дизайна шестигранник, форма наиболее приближенная к кругу, западный вариант, западный дизайн квадрат. Вот это уже ТВС, это уже можно назвать полноценным ядерным топливом. Соотношение по цене по отношению к обогащенному урановому продукту 1 к 5. Вот то, о чем идет речь. Советский Союз, специальная компания Техснабэкспорт для западного рынка придумали сложно выговариваемое название Tenex. Не знаю, чем не нравится во Франции и в Америке слово Техснабэкспорт, простое, понятное, вместо этого вот очень сложное Tenex. Он вышел с обогащенным урановым продуктом. И здесь произошел катаклизм, что обогащение урана шло по американским технологиям на газодиффузионных заводах. Чтобы было понятно, что происходит, для производства килограмма обогащенного уранового продукта в Советском Союзе на наших технологиях требовалось в 25 раз меньше электроэнергии. То есть даже в том случае, если бы Tenex поставлял на западный рынок уран по себестоимости, которая имелась у американцев, это означало бы двукратную прибыль. Что, собственно говоря, и было сделано. Результат вот этого сугубо экономического маневра то, что в Соединенных Штатах больше нет обогащения урана. Просто физически нет. Сопротивляться газодиффузионными технологиями с газовыми центрифугами невозможно. Что бы американцы не предлагали, Tenex предлагал дешевле и все. Пошагово, он не обваливал там в разы цену, он добивался того, что американские технологии перестали быть востребованными. Попытки американских специалистов овладеть технологией обогащения на газовых центрифугах привели к провалу. Компания, которая этим занималась, полностью обанкротилась. Все, что у Соединенных Штатов на территории есть из обогатительных заводов, завод с характерным названием Юренко USA. Европейская компания Юренко, акции в равных долях принадлежат правительству Англии, Голландии и Германии, поставил эту технологию, построил этот завод на американские деньги, не передавая технологию. Завод способен обеспечить атомные электростанции Соединенных Штатов почти на 30%. Все остальное необходимо импортировать. Юренковские заводы в Европе, да, работают на Соединенные Штаты. Поскольку, конечно же, свободный рынок, глобальная экономика, вот эти все слова есть, но поставки обогащенного уранового продукта из России в Соединенные Штаты ограничены 20%. Просто закон. Потому что у нас, конечно, свободный рынок. При этом, поскольку вся атомная энергетика в Соединенных Штатах находится в руках частных компаний, эти компании борются за свое экономическое благополучие.
Как только была обнаружена лазейка в этом замечательном законе про 20%, так ее и стали использовать. Если купить желтый кек, закись окись урана в Казахстане, в Узбекистане, я не знаю, где угодно еще, это ведь казахстанский уран? Казахстанский. Значит, в квоту 20% он войти никак не может, это же не российский уран, не российский. Отдельно заказывается работа по обогащению, то есть конверсия в соединении с тором, обогащение по урану-235, реконверсия, ну, заказали где-то на стороне. Но сертификат происхождения уран написано казахстанский. Все в порядке, вы в квоту не попадаете. Соответственно, доля Росатома на американском рынке реальная, ну, эксперты оценивают где-то процентов 30, а не в 20, если не выше. Что произошло дальше? В 2024 году молодой, подающий надежды американский политик Джо Байден запретил поставки российского урана, обогащенного уранового продукта в Соединенные Штаты. В виде исключения, в том случае, если аналогичного товара нет на рынке, можно покупать. Для этого надо подать специальное прошение в Министерство энергетики, и оно его должно одобрить. Первое прошение было подано американскими компаниями еще до вступления закона в силу. Потом переделали, потому что Министерство энергетики там форму изменило подачи заявок. Еще за месяц до того, как закон вступил в силу, уже просили. Кого-то удовлетворяет, кого-то нет. Еще одно неожиданное событие, произошедшее в 2024 году, на американском рынке совершенно невероятное, очень неожиданное, даже описывать сложно, настолько вот трудно в него поверить. На планете существует государство Китайская Народная Республика. С учетом того количества атомных электростанций, которые оно строит, разумеется, обогащенный урановый продукт необходим. У них есть собственная технология, они покупают в России, они никогда не выходили ни на какой внешний рынок. В 2024 году произошло неожиданное. Китай стал предлагать американским владельцам атомных электростанций обогащенный урановый продукт. Совершенно неожиданное событие. Росатом в своем отчете за 2024 год показал резко выросший объем заказов из Китайской Народной Республики. Невероятные события, с чем они связаны, как их объяснить, я даже не знаю. Слов не хватает. Что же могло произойти? Как же так? Что ж такое? Как же так? Вот такая неожиданность. Что касается европейских заказчиков, они были, есть и будут, никуда не денутся. Сотрудничество с Францией, с компанией Орано, которая отвечает за обогащение и фабрикацию ядерного топлива, за обогащение урана, фабрикацию ядерного топлива, началось еще в советские времена и продолжается. И я не знаю, что должно произойти, чтобы господа из Орано взяли и от этого отказались. Я не просто так говорил о том, что изготовление топливных таблеток – это тоже отдельное искусство. Здесь нужно не максимально высокая плотность, а плотность одинаковая для всей партии. Она должна быть предсказуема. Форма таблеток, фаска должна быть аккуратно сделана, должны быть тщательно отполированы. Цирконий, из которого изготавливаются трубки 12, тоже жесткие требования по содержанию примесей, по качеству сварного шва, по безумное количество. Сотрудничество выглядит следующим образом. Представители компании «Орано» для начала приезжают в славный город Чепецк, центр нашей циркониевой металлургии. И, выдав технические условия, сидят и спокойно ждут, когда им предоставят трубки на проверку. Вот есть технические условия, если завод в них попал, все в порядке. Количество выбраковки за 50 лет сотрудничества около 1%. То есть качество работы Чепецкого металлургического завода превышает все мыслимое и немыслимое. Дальше эти трубки доставляются в подмосковную электросталь, где идет формирование таблеток. По техническим условиям, под контролем специалистов из Орано, проверяя чуть ли не каждую таблетку, проверяя зерно, плотность, соотношение кислорода и урана, проверяется абсолютно все. Здесь же в электростале проходит набивка трубок 12 этим ядерным топливом, опять же под жестким контролем. И только после того, как трубки запаяны, акт приема передачи. Почему французские специалисты идут на это? Потому что качество вот такое, которое у них во Франции получается далеко не всегда.
У французов нет собственной технологии обогащения урана по содержанию урана-235, тоже юренковская технология, но завод достаточно крупный. Тем не менее, в том случае, если Росатом говорит, у нас нет для вас желтого кека, французы везут свой. Если они соглашаются с тем, что можно купить и Росатом, Росатом выставляет ценник. Вот вы отдельно купили желтый кек, вот вы отдельно оплатили конверсию соединения урана с фтором, отдельно оплатили обогащение, отдельно оплатили реконверсию. Да, мы можем для вас это сделать, просто платите. И тогда уже наш обогащенный урановый продукт, произведенный на предприятиях Росатома, доставляется в электросталь. Далее все то же самое. То есть французы могут приехать как со своим обогащенным урановым продуктом, так и заказать его в России. Как вариант, они имеют полное право купить желтый кек в том же Казахстане, недалеко возить. В городе Ангарске получили обогащенный урановый продукт, из города Ангарска доставили в подмосковную электросталь, сидим, следим дальше, что будет происходить и как выглядит производственный процесс. Я могу рассказывать и рассказывать, но мне кажется, что это должно быть темой для отдельной передачи, в том числе и то, что достаточно сложно объяснить. Могу в качестве затравки напомнить, что такое МОКС топлива и СНУП топлива. Mix Oxide Fuel. Производится смешивание оксидов урана и оксидов плутония. Получаем МОКС топлива. Если смешиваются нитриды урана и плутония, получаем СНУП топливо. Смешанное нитридное уран-плутониевое. Ничего не меняется, собственно говоря. Это умеют производить во Франции, это умеют производить в России. Целых две страны на планете умеют это делать. И нам рассказывают, что тем самым замыкается топливно-ядерный цикл, потому что уран извлекается из облученного ядерного топлива. Это действительно правда. В любом ядерном топливе, которое находится внутри атомного реактора, образуются сразу три изотопа плутония, плутоний 239, 240, 241, причем в таких пропорциях, которые эту смесь делают непригодной для изготовления ядерного оружия. Оружейный плутоний – такое обычное название. Мы все об этом знаем, все это замечательно, но есть маленький нюанс. Извлекая и перерабатывая облученное ядерное топливо, из него извлекают не только энергетический плутоний, но и недогоревший уран-235. Рабочее название – реакторный уран. Тоже понятно. Вот он не используется. Никто толком не понимает, что с ним можно сделать. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Жду ваши комментарии. Атом – это всегда интересно. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.